После обновления до eFootball 2026 произошли некоторые изменения, о которых некоторые из вас, возможно, не в курсе, потому что сами Konami это никак еще не афишировали, по сути в игре это еще никак не отобразилось, но факт остается фактом, изменения, судя по всему, действительно ожидаются. Деньги? На, серьезно, ты не верил? И касаются они в первую очередь игровой валюты, которая фигурирует в игре и которая с каждым новым годом становится все бесполезной и бесполезной. Даже несмотря на то, что сами Konami время от времени стараются ее раздавать. Речь идет про розовые eFootball Points. Те самые монеточки, которые во времена PES были достаточно важным активом, которые позволяли брать тех же самых икоников. Те самые поинты, которые на старте eFootball позволяли брать некоторых легендарных игроков, еще те самые легендарные карточки с розовым фоном, и которые к моменту eFootball 2026 окончательно растеряли в своей привлекательности. Да, конечно, список игроков за eFootball Points иногда обновляется, но происходит это крайне и крайне редко. После обновления до eFootball 2026 в игре появилась новая вкладка, которая касается этих самых поинтов. Помимо приобретения каких-то отдельных предметов за розовые монеты, отдельных игроков, у нас также появилась отдельная вкладка, которая связана с некими будущими наборами, которые мы также сможем приобрести за eFootball Points. К сожалению, сами Konami об этом еще ничего не говорили, в игре пока что ничего подобного не появлялось, никаких наборов за eFootball Points. Даже банальнейших слухов от какого-нибудь Ренана Гальвани на этот счет мы не имеем. А поэтому все, что нам остается, так это рассуждать, предполагать и, как всегда, строить свои шизотеории, чем я и предлагаю заняться. А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. Если же вы играете на ПК, то на PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Также используйте мой промокод из закрепленного комментария, чтобы комиссия на пополнение упала с 9 до 5%. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Думаю, многие со мной согласятся, что eFootball Points давным-давно требует внимания к себе. Эта валюта все еще сохраняется в игре, как я упоминал ранее, Konami все еще ее время от времени раздают, она фигурировала в дивизионах, она раздается за просмотр каких-нибудь ивентов, связанных с Konami, и вроде как после обновления до 26-й части Points стали также фигурировать и в ивентах. То есть я это все к тому, что Konami не отказываются от данной валюты, несмотря на всю ее непопулярность, несмотря на всю ее бесполезность, и более того, как будто бы иной раз способствует тому, чтобы мы накопили как можно больше. В комьюнити уже успели появиться предположения о том, что в этих паках, которые и будут связаны с eFootball Points, возможно появится Неймар, потому что, видите ли, он присутствует на картинке, которая связана с этой вкладкой. При всем том, что отдельный амбассадорский пак, как это было в прошлом году, с Неймаром мы не получили, точно так же, как и какой-нибудь подарочной карточки в связи с обновлением до 26 части. Но опять же, учитывая, что никакой маломальской информации мы по этому поводу не имеем, это остается предположениями и догадками игроков. И все же это выглядит диковинно, учитывая, что те же самые игроки, которых нам предлагают приобрести за eFootball Points, это по сути, не какие-то новые карточки, это обычные хайлайтовские версии, которые фигурировали в рамках донатных паков. И если же Konami захотят выпускать какие-то отдельные наборы, которые можно будет приобретать за eFootball Points, то здесь еще нужно призадуматься, а будут ли это какие-то новые версии игроков, или это же будет сборная солянка тех же самых хайлайтов, которые фигурировали в каких-то предыдущих паках. Возможно, это будет какое-нибудь соединение двух имеющихся уже вкладок, то есть вот мы же можем приобрести за eFootball Points игроков и отдельные предметы в виде поинтов прокачки, и кто знает, возможно, в данных наборах, которые также можно будет приобрести за eFootball Points, у нас будут паки, где будет и игрок, и те же самые поинты прокачки. В общем, остается загадкой. Да уж, сегодняшний ролик уж чересчур вышел обо всем и ни о чем, но во всяком случае хочется послушать ваше мнение касаемо данной вкладки, что вы думаете на этот счет, и скорее с этой целью этот ролик и выходит на нашем канале, учитывая, что толковой информации по всему этому поводу мы на данный момент не имеем. Но как только что-то появится, я сразу же опубликую это в наших соцсетях.
в группе ВКонтакте и в Телеграм-канале, поэтому подписывайтесь, ссылки в описании. Ну а сейчас же благодарю всех за просмотр этого ролика и желаю вам приятной игры. До скорых встреч!